Среди наших вкусовых предпочтений острая еда занимает особое место, а по поводу ее влияния на здоровье давно ведутся серьезные дискуссии. Давайте сегодня попытаемся разобраться в этом интересном вопросе. Здравствуйте, мои хорошие! Почти каждый любит время от времени побаловать себя остреньким. Мало того, не будет ошибкой сказать, что большая часть человечества ежедневно употребляет в пищу блюда, щедро сдобренные острыми специями. Особенно это касается жителей Южной Америки, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. А рассматривая географическую карту, в глаза бросается тот факт, что большинство любителей острой пищи живут в жарких странах. И чем ближе страна к экватору, тем чаще в ее национальной кухне встречаются жгучие блюда. Если говорить об острых специях в общем, то по своей сути они представляют собой достаточно сильные органические яды, которыми природа вооружила растения для защиты от микроорганизмов и животных. Так как же так получилось, что человек не только не боится этих ядов, но даже испытывает к ним пищевую привязанность? В настоящий момент доподлинно установлено, что до появления современных медикаментов употребление острой пищи выступало своеобразным защитным механизмом от многочисленных пищевых инфекций, сопутствующих человечеству с глубокой древности. Особенно это касается жителей жарких стран, климат которых является благоприятной средой для быстрого размножения бактерий, вирусов и грибков. По этой же причине в блюдах северных народов острые приправы практически не применяются. Для них естественным защитником от перечисленных напастей всегда выступал холод. Пожалуй, самыми популярными острыми приправами в мировых кухнях являются красный перец, черный перец и горчица. Именно на них мы сегодня и остановимся более подробно. Но прежде будет очень интересно узнать, что же происходит в наших организмах в момент встречи с острой пищей. Еще до попадания в рот острая еда распознается органами обоняния, которые моментально возбуждают в головном мозгу центры голода. В свою очередь, головной мозг отдает команду органам пищеварения на повышенную выработку слюны, желудочного сока и пищеварительных ферментов. В тот момент, когда острая пища оказывается в ротовой полости и происходит ее контакт с рецепторами языка, в головном мозгу начинается настоящий нейронный взрыв, на фоне которого обостряется вкусовая чувствительность, приходит возбуждение центра наслаждения, что сопровождается выбросом в кровь гормонов удовольствия. Термочувствительным болевым рецепторам кажется, что в полости рта произошел резкий температурный скачок, на что мозг моментально отвечает экстренным запуском системы охлаждения организма, заставляя человека краснеть и потеть. Слизистые оболочки обильно покрываются секретом, а слезные железы для защиты глаз начинают вырабатывать повышенное количество слезной жидкости. Сложив все эффекты, возникшие в организме от воздействия острых приправ, можно уверенно заявить, что, пройдя по всему пищевому тракту, острая пища проводит его своеобразную дезинфекцию, как за счет собственного химического воздействия на патогенную микрофлору, так и в результате усиленного образования пищеварительных соков. Ну а теперь давайте детальнее поговорим о самих приправах. Красный перец – внешне достаточно необычное растение. Обладая ярким, аппетитным цветом, он имеет выраженный острый вкус. Ответственен за этот парадокс алкалоид под названием капсаицин. Опытным путем установлено, что данное вещество убивает более 80% всех известных в медицине патогенных микроорганизмов. В больших концентрациях капсаицин и для человека тоже представляет угрозу. Например, чистый сок кайенского перца, попавший на кожу или слизистые, может вызвать достаточно сильный химический ожог и боль, сравнимую с болью, которая вызвана прикосновением раскаленного куска железа.
Попав в больших концентрациях в пищеварительную систему, капсаицин нарушает процесс мышления, речь, провоцирует судороги и даже способен стать причиной смерти. Правда, для этого человеку весом в 60 килограмм нужно очень быстро съесть около 2 килограмм красного перца. Основываясь на концентрации капсаицина в перце, в 1920 году американский химик Уилбур Сковилл предложил рассчитывать остроту перца по особой шкале, которая в настоящее время так и называется – шкала жгучести Сковилла. Нижнюю строчку шкалы занимает обыкновенный болгарский перец, которому присвоено 0 единиц Сковилла, а на верхней расположился чистый капсаицин с 16 миллионами единиц. Самыми жгучими перцами по шкале Сковилла считаются скорпион Тринидада Бач-Ти – 1 миллион 463 тысячи 700 единиц. Только для того, чтобы начать его готовить, поварам приходится облачаться в защитное снаряжение – костюм, маску и перчатки. Тринидад Маруга Скорпион – 2 миллиона 9 тысяч 231 единица. Содержание капсаицина в небольшом по размеру перце Скорпион сопоставимо с содержанием его в стандартном полицейском газовом баллончике. И самый жгучий на данный момент перец – это Carolina Reaper – 2 миллиона 200 тысяч единиц, который примерно в 175 раз острее самого острого халапеньо. А в 2011 году Carolina Reaper был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых острых чили-перцев в мире. Интересный факт. На рынке 1 килограмм чистого капсаицина стоит порядка $5000. Если говорить о пищевой ценности красных перцев, то содержание того же витамина С в них даже превосходит по количеству содержания такового в цитрусовых. Помимо этого, жгучие перцы богаты витамином В6, железом, калием, каротином, эфирными и жирными маслами. А применение в медицине красный перец получил все за счет того же капсаицина, препараты на основе которого настойки, мази, вытяжки, пластыри обладают выраженным раздражающим действием и оказывают не только местное сосудорасширяющее, сосудосуживающее, согревающее и обезболивающее действие, но и повышают иммунитет, способствуют выработке гормонов счастья и других биологически активных веществ. Первопроходцами в применении красного перца с лечебной целью были индейцы Южной Америки, которые одними из первых начали употреблять его в пищу с целью повышения потенции у мужчин. Наличие в остром перце большого количества витаминов, биофлавоноидов и каротиноидов помогает в борьбе с холестерином, препятствует образованию тромбов и укрепляет сосудистые стенки. А также совсем недавно учеными из университета Ноттингема было установлено, что острый перец обладает способностью убивать раковые клетки. Как оказалось, капсаицин оказывает подавляющее действие на их митохондрии, тем самым запуская механизм самоуничтожения клетки. С красным перцем все более-менее понятно. А что же представляет из себя черный перец? Откуда берется эта пряность? Нам всем очень хорошо знакомы маленькие, твердые горошины темного цвета. Это семена. Но я думаю, многие удивятся, когда узнают, что это семена принадлежат вечно зеленой лиане, произрастающей в индийских тропиках. Зерна лианы собираются еще в незрелом виде, высушиваются и уже потом попадают на прилавки магазинов и в наши кухни. Черный перец, так же как и красный, очень богат эфирными маслами, микроэлементами, витаминами групп Е и С. А вот за жгучий вкус перца ответственен не капсаицин, а гликозид-пиперин. Именно благодаря гликозид-пиперину при употреблении в пищу черного перца происходит укрепление и нормализация работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Ему также приписывают способность сжигать лишние жиры, однако экспериментальным путем это утверждение пока не доказано. Горчица знакома человечеству с незапамятных времен. Еще средневековые лекари использовали ее для лечения простудных заболеваний, обезболивания и улучшения пищеварения.
В привычном для нас виде горчица представляет из себя молотые семена одноименного однолетнего растения из рода капустных. Ее масло содержит вещество под названием аллилизотиоцинат, или сокращенно АИТЦ, который и отвечает за жгучий и раздражающий вкус горчицы. АИТЦ смело можно назвать одним из сильнейших ядов в мире, для которого до настоящего момента не найдены успешные способы нейтрализации. Именно благодаря АИТЦ горчица является одним из наиболее сильных природных антибиотиков и консервантов. Однако в семенах горчицы это вещество рассредоточено и неактивно. И для его активации обязательно нужно наличие жидкости. Вспомните обычные горчичники, которые только после намокания приобретают обжигающие свойства. В лечебных целях чаще всего используют семена черной и белой горчицы, перемолотые в порошок. Говоря в общем о полезных свойствах острых приправ, помимо вышесказанного можно отметить, что все они способны противодействовать развитию атеросклероза, в небольших дозах стимулируют аппетит, помогают справиться с депрессией, ускоряют обмен веществ, что очень полезно при диетическом питании, обладают отличным согревающим действием. В народной и традиционной медицине препараты на основе острых приправ используют при лечении обморожений, заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата, многих простудных заболеваний и даже для купирования сердечного приступа. Косметологи применяют острые специи для стимуляции роста волос и укрепления ногтей. Несмотря на такое обилие положительных эффектов, не стоит и забывать о том, что использовать острые специи бездумно и в неограниченных количествах нельзя, дабы не навредить своему организму. Практически любое заболевание, связанное с пищеварительной системой, является строгим противопоказанием к употреблению в пищу острых блюд. Не забывайте, если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно это касается больных в постинфарктном состоянии, больных с нарушением ритма и проводимости, а также гипертоников, крайне нежелательно есть острую пищу, тем более злоупотреблять ей. И в завершении разговора пара полезных советов. В случае, если вы переборщили с острым и во рту бушует настоящая огненная буря, не пытайтесь снять чувство жжения водой. Это не поможет и даже вызовет обратный эффект. Нейтрализовать неприятные ощущения может любой выпитый жирный молочный продукт или съеденное мороженое и йогурт. При попадании острой специи в глаза, в том числе при распылении газового баллончика, чтобы не лишиться зрения, немедленно промойте глаза большим количеством воды или молока. Если вы не имеете противопоказаний со стороны здоровья, о которых мы сегодня говорили, систематическое умеренное потребление острого в пищу поможет не только укрепить организм, но и станет ежедневным источником хорошего настроения. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. Здоровья вам!